Сегодня мы возьмем GPT 5.5 и GPT Image 2.0 и сделаем из этого вот это. И если вам интересно как, то не выключайте это видео. Всем привет и добро пожаловать на канал Студия Игр. Меня зовут Игорь, и сегодня мы будем делать игру. В одном из прошлых роликов мы сделали стратегию в реальном времени по типу Warcraft. Если вдруг не смотрели, ссылочка сейчас появится в верхнем правом углу. Я внимательно прочитал все комментарии и выписал их в отдельный документ. Затем при помощи нейросети я обработал все запросы в отдельные маленькие задачи. Глобально у меня получилось два типа задач. Это геймплей и механики, и графика и визуальный стиль. И начнем мы сегодня с графики. Моя цель сегодня сделать графику и все анимации при помощи GPT Image 2.0. Для этого я открываю кодекс и прошу его внимательно прочитать файлик с задачками. Дальше сообщаю GPT, что графику мы сделаем полностью при помощи GPT Image 2.0. И для этого прошу изучить исходный код, понять, каким образом сейчас сработает графика, для того, чтобы ее можно было полностью заменить на спрайт-листы, которые мы сделаем при помощи GPT Image. И для этого я прошу нагенерить мне промпты, которые я буду использовать для генерации графики. Дальше GPT задает пару вопросов, отвечаю на них и давайте посмотрим на результат. Вот такие у нас получились промпты, и для каждой анимации он сделал отдельный промпт. Мне это не подойдет, я хочу попросить GPT сделать так, чтобы все анимации умещались на одном спрайт-листе. Итак, промпты готовы, давайте откроем чат GPT. Дальше выберем генерацию изображений и попробуем что-нибудь сгенерить. И вот что у нас получилось. В целом выглядит довольно неплохо, за исключением пары моментов. Если просить GPT сделать прозрачный фон, скорее всего у вас просто получится фон в клеточку. Поэтому лучше просить сделать фон какой-то однотонный, зеленый или фиолетовый, который потом будет просто вырезать. И вторая проблема: не нужно просить делать сразу много анимаций или много кадров на одном спрайт-листе. Скорее всего, большинство из этих кадров будут одинаковые. Особенно это касается анимации ходьбы, с которой пока что GPT Image справляется не очень. Я поступил довольно просто, я взял эту картинку, скинул в кодекс и попросил придумать, что можно сделать с этим спрайт-листом, чтобы у нас получились нормальные анимации. Кстати, именно GPT в кодексе предложил мне использовать однотонный фон, уменьшить количество анимаций и снизить количество кадров на каждую анимацию. И вот что у нас получилось. Ну, выглядит это довольно неплохо. Есть анимации рабочего во всех направлениях, которые в принципе покрывают все необходимые сценарии. Дальше я повторил этот процесс примерно 30 раз, для того, чтобы сделать всех юнитов и все объекты в игре. Вот такие, кстати, прикольные штуки получаются. И на этой картинке, кстати, видно, что кадры не совпадают по размеру, но на самом деле это не проблема. При добавлении такого спрайт-листа в проект можно попросить GPT в кодексе нормализовать кадры анимации, чтобы они все были нормального размера. Что я в принципе в будущем и сделал. Ну и вот такой у нас получился результат. Для того, чтобы посмотреть результат, я сделал небольшой сэмпл, в котором сразу видно всех юнитов и все постройки со всеми анимациями. Кстати, в игре все это будет выглядеть намного лучше. Так что пока давайте просто сделаем остальные задачи. Я опять попросил GPT в кодексе подробно прочитать документ с запросами и по каждому запросу составить небольшую задачку с описанием, как ее можно реализовать, и с контекстом, что уже было сделано и что предстоит сделать в будущих задачах. Ну а дальше для вас пройдет пара секунд, а для меня несколько дней. Мои 5-часовые лимиты в кодексе на подписке за 20 баксов заканчивались примерно каждые 2 задачи. Даже несмотря на то, что изменений в каждой задаче было не очень много, примерно по 1000 строк кода. У меня даже появилось ощущение, что OpenAI там что-то накрутили с лимитами, и теперь кодекс работает не лучше, чем Claude Code на подписке за 20 баксов. Тем не менее, я сделал 11 задач, которые касаются основного режима игры, и пока мы не перешли к истории, давайте посмотрим, что у нас получилось. Запуская игру, основное меню не изменилось. Играть, конечно же, будем за Орду. Уже видно довольно серьезные изменения по графике. Кроме того, что у нас поменялись все модельки всех юнитов, и теперь они с анимациями, GPT добавил еще и различные particle эффекты, эффекты выделения, свечения. Над постройками клубится дым, а за юнитами при ходьбе появляется пыль. В целом, геймплейно игра изменилась не сильно. Из заметного здесь точно есть улучшенные алгоритмы перемещения,
особенно перемещение в группах. Как обычно, нужно построить пару домов, затем казармы, и можно начать строить войско, при помощи которого мы и зарашим оппонента. Кстати, при наведении курсора мыши на юниты и постройки появляются тултипы с описанием. Это было в одном из запросов. Прежде чем построить казармы, надо построить башню, чтобы нас раньше времени не запинали. А потом уже переходить к строительству казарм и сбору войска. Враг, конечно же, нападает довольно быстро, но мы к этому уже готовы. Возможно, GPT немного переборщил с тряской камеры, но в целом выглядит все довольно неплохо. Отбиваюсь, собираю небольшой отряд и отправляю его на разведку. По пути встречаю врага и завязывается бой. Вряд ли у меня получится здесь победить, поэтому сфокусируюсь на том, чтобы собрать армию побольше. Тем временем враг уже добрался и до моей базы, но башни успешно отбивают нападение. Ну а дальше классический сценарий из предыдущего видео. Я собираю отряд побольше, и мы переходим в нападение. Доходим до вражеской базы, и она уже не выдерживает натиска. При уничтожении зданий появляются вот такие прикольные руины. Они тоже были нагенерены в спрайт-листах для зданий. Все войско врага разбито, дальше дело за малым. Нужно просто добить все постройки, чтобы победить в режиме стычки. Дальше мы перейдем к самому интересному. При помощи GPT в кодексе я попробую сделать одну сюжетную миссию. Для этого там буквально осталось реализовать пару задач, и посмотрим, что у нас из этого получится. Кстати, чуть не забыл, появился еще отдельно целый дебаг-режим. Из интересного там есть, например, поиск пути, когда отряд из 60 юнитов пытается пройти с одного конца карты на другой, минуя узкий проход. И вот такой режим, где можно стартануть сражение 500 на 500 юнитов. Все это нужно для того, чтобы потестить алгоритмы поиска путей и производительность. Как видите, все работает более чем нормально, за исключением тряски экрана. Здесь GPT немного переборщил, но это фиксится одним промптом. Ну что, погнали дальше, будем делать сюжетный режим. Для этого, как обычно, открываю GPT в кодексе и прошу сделать оставшиеся 3 задачи для реализации сюжетного режима. Еще разок упираюсь в 5-часовой лимит, жду, и после этого все готово. Давайте смотреть, что получилось. Стартую игру, и нас встречает немного обновленное меню. Выбираю сюжетная карта. В верхнем левом углу видно цели, снизу отображаются диалоги. Диалог я пролистываю, и дальше надо построить одну ферму, казармы и 2 пехотинцев. Ну давайте сделаем. Сразу же после обучения второго пехотинца начинается сюжетное событие. Дальше случается какая-то вакханалия. Вражеские юниты начинают переть со всех сторон, диалоги не прекращаются, непонятно, что происходит, и камера постоянно перемещается из одного угла в другой. Сразу понятно, что это баг, надо фиксить. Открываю GPT в кодексе, перечисляю все проблемы, которые я нашел, и прошу исправить. Давайте посмотрим на результат. Запускаю и сразу вижу 3 сюжетных персонажей. Когда я просил GPT сделать сюжет, я хотел, чтобы он был не менее драматичный, чем сюжетная арка Артаса из оригинального Warcraft 3. Итак, кратко, что мы имеем. У нас есть 3 персонажа. Это Роуэн Вейл, он же лорд этого города и всем здесь управляет. Капитан Маэрик. Он отвечает за стражу дворца, и разведчица Мира, которая своевременно сообщает об опасностях. Всего у нас есть 3 персонажа, и сюжет завязан на 3 событиях. Самое первое событие — это защита каравана. Как только мы построим ферму, казарму и 2 пехотинцев, сразу же со стороны старой дороги в город начинает ехать караван, который преследует армия врага. Наша задача — его спасти. Если получится, это хорошо скажется на репутации. Если нет, часть армии сбежит, и мы подпортим отношения с капитаном Маэриком.
У меня, кстати, спасти караван не получилось. О следующем сюжетном событии сообщает разведчица мира. На город нападают ночные налетчики. Здесь все довольно просто. Надо отразить атаку и сделать так, чтобы ратуша выстояла. Если все получится, мы двинемся дальше по сюжету. И вот уже из-за тумана войны виднеется старая часовня. В старой часовне скрыта так называемая пепельная корона. Суть короны заключается в том, что если ее надеть, она дает там какую-то безграничную силу и власть, но цена за это половина всех людей, которые есть в распоряжении. Собираю отряд, двигаюсь в сторону короны, дальше надо просто отбиться от группы врагов, и затем на очереди два сюжетных события, и нужно будет выбрать только одно – надеть корону или уничтожить корону. Если надеть корону, капитан стражи Маэрик совсем обозлится и поднимет восстание, что, кстати, я и сделаю. Ну а дальше враги начинают лезть со всех сторон, и к этому исходу я не был готов, поэтому миссию я успешно проваливаю. Ссылочка на игру будет в описании под видео, вы можете попробовать пройти ее сами. Напишите в комментариях, что с короной сделали вы и какой концовка была именно для вас. Ну что, вот такая у нас получилась сегодня игра. Главной целью этого видео было попробовать новую модельку GPT 5.5 в связке с GPT Image 2.0 для генерации графики. Результат по графике мне понравился, анимации получились действительно прикольные. Внешне это уже реально похоже на игру. Что касается самой модельки GPT 5.5, здесь какие-то выводы делать сложно. С одной стороны, она реально иногда очень сильно удивляет. С другой стороны, лимиты уже очень похожи на лимиты Claude Code за аналогичные деньги. Так что решайте сами, что выбрать именно вам для ваших конкретных задач. И на этом все. Ставьте лайки, так я понимаю, что вам нравится подобный контент. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, ссылочка будет в описании. И всем пока!